Сегодняшний ролик, то, что мы в нем будем обозревать, очень интересно совпал с тем, какую тему какое-то время назад я гуглил, искал, проводил исследования и так далее. Мне нужна была радиосистема, которую бы я смог подключить напрямую к микрофону, и которая при этом работала бы с немного необычным микрофоном. Спойлер. Вот, этот микрофон я называю необычным, и мне действительно будет интересно, как радиосистема будет работать вот с такой штукой. Ну, появилась у меня такая задача, возможно, она появится и у вас, кто знает. Итак, сегодня у нас на столе цифровой радиокомплект. У нас уже было что-то подобное, но я имею в виду радио и цифровое когда-то в прошлом. Сегодня немножечко другое исполнение, немножечко другая фирма, это Sennheiser. Посмотрим, пощупаем, на что способна эта штучка, и, конечно же, послушаем, как всегда, в тестах в конце, потому что тесты будут очень интересны. Напомню, что мы будем задействовать, в частности, вот такой микрофончик. Друзья, я приветствую вас на канале «Давай запишем». Здесь мы с вами говорим на тему про аудио. Поехали! XS Wireless от Sennheiser идет сразу в нескольких комплектациях различных. Например, нам на обзор достался комплект под вокал. На нем мы будем все рассматривать. Стоит отметить, что есть также комплекты именно под гитару и с 3.5 разъемом на корпусе, на приемнике и на передатчике. Например, если у вас есть мобильный телефон и вы хотите музыку с него транслировать куда-то без провода, можно использовать такой комплект. Несмотря на то, что у нас сегодня в руках именно вокальный радиокомплект, я в конце ролика покажу вам, как с помощью него мы сможем передать даже звук гитары на расстоянии. Небольшой лайфхак от нас, так что не переключайтесь. Сейчас давайте посмотрим, что же идет у нас в коробочке. Спонтанный и живой анбоксинг. Ну, первым делом это, конечно же, динамический микрофон, который у нас будет работать с этим комплектом. У нас идет, как определить, кстати, где приемник, где передатчик. Вот это передатчик, потому что здесь разъем, который у нас втыкается непосредственно в сам микрофон. Так, вот это уже приемник XLR, но папа. Так, есть держатель вот такой для микрофона. Так, и макулатурка. Бумаги всякие разные, интересные, наверное, я не знаю. Есть вот такая палитра из цветов, чтобы можно было помечать комплекты, если вы используете сразу несколько комплектов на одной площадке. Тоже достаточно удобно. И USB-проводочек, как я и сказал, для зарядки приемника и для зарядки передатчика. Давайте посмотрим, как работает комплект, а по пути я буду говорить о его достоинствах. Но на самом деле достоинства очевидны, если вспомнить, что это цифровой радиокомплект, и он работает на частотах 2,4 ГГц. Это значит, что вы не привязаны в какую-то определенную дислокацию, потому что эти самые частоты, они являются допустимыми частотами, по крайней мере на данный момент, по всему земному шару. Вы можете взять этот радиокомплект, поехать куда-нибудь за границу и спокойно им пользоваться. В странах есть ограничения, вы о них прекрасно знаете, и те или иные частоты просто могут быть недоступны вам за границей, а такой комплект, он действительно помогает, особенно если у вас разъездной характер работы. Я уже подключил передатчик к микрофону, вот так все это выглядит в сборе. В целом, тут нету ничего сложного. Из всего управления на корпусах мы найдем вот по такой кнопке. Она отвечает за синхронизацию базы и передатчика. Ну, вот эту вот штучку я, конечно, называю базой, но она настолько маленькая, что я это делаю, признаться, с трудом. Вот эту вещь мы втыкаем либо в звуковую карту, либо в микшерный пульт, в рекордер, возможно, в разъем для XLR записи на вашей камере, если на ней есть XLR разъем, и начинаем запись. Синхронизируются они автоматически, частоты выставлять вам не нужно. Даже если вы используете сразу несколько комплектов, они сами автоматически находят друг друга и сами автоматически выбирают благоприятную частоту. Снизу передатчика и приемника у нас есть по разъему Type-C, он используется для зарядки, можем использовать проводочек, который идет у нас в комплекте. Стоит поговорить немножко о микрофоне отдельно, все-таки это у нас вокальный комплект, и микрофон — это не самая маловажная его часть. Это кардиоидный динамический микрофон, ну, ничего, в принципе, экстраординарного, но мы его обязательно послушаем чуточку попозже в тестах.
Производитель заверяет нас, что комплект будет работать стабильно на расстоянии 75 метров от приемника до передатчика. Автономность работы на одном заряде составит 5 часов. В целом, если это какой-то концерт, то такого времени хватит. Если это какие-то съемки, особенно если это продолжительные съемки, 5 часов может не хватить, так что примите к сведению, либо имейте какую-то возможность заряжать в поле вот эту штуку, либо купите сразу 2 комплекта, чтобы вы могли их менять попеременно. Здесь есть мьюты. И это тоже достаточно важно, особенно для живой работы. Есть возможность мьютировать, причем это можно делать как с передатчика, так и с приемника. То есть вы можете мьютировать, или этим может заниматься артист, спикер, ведущий и так далее, если у него прямые руки и он знает, что такое мьют. Мы с вами плавно подобрались к тестам. До этого весь ролик мой голос звучал на петличке, и именно сейчас мы послушаем, как работает этот комплект. Я думаю, мы сделаем варианты с референсом. У нас в тесте будут принимать участие 2 микрофона. Как мы с вами поступим? Сначала мы возьмем один из этих микрофонов, подключим его по проводу. Послушаем, как звучит микрофон через провод с определенным усилением, которое я поставлю у себя на звуковой карте. Затем мы подключим этот же микрофон через радиокомплект к той же самой звуковой карте в качестве референса и послушаем звук. Сравним, сделаем АБ-сравнение. По громкости я буду подгонять все в одинаковую громкость, чтобы вы смогли более явно услышать разницу. Есть ли она или ее нету? Лучше ли качество звука по беспроводу или хуже? Послушаем. Про гитару. Опять же, на берегу обозначу, что мы с вами будем делать, как мы будем гитару получать в вот этом самом радиосигнале. Для этого я достану одно устройство, вот такое. Оно называется Direct Box. Вы о нем все прекрасно слышали, прекрасно знаете. Если вы о нем не слышали, то, друзья, стыд вам и позор. Пора уже начать такие штуки разбираться в них и покупать для работы, потому что они действительно необходимы. Итак, что мы будем делать? Мы из гитарного инструментального сигнала, подключим гитару вот сюда, во вход, в джек, мы получим из небалансного сигнала балансный, если упрощать, микрофонный. Подключим сюда XLR-проводочек, вот такой небольшой, который мы специально для этого дела себе взяли. И дальше у нас все пойдет вот сюда, в передачу. Как несложно догадаться, сигнал по беспроводу у нас попадет на приемник. Приемник также будет вставлен в звуковую карту, и таким образом мы сможем записать гитару. Также сделаем АБ-сравнение. Запишем гитару, такие небольшие труньки. Мы их запишем через провод и запишем по беспроводу. Послушаем, сравним. Все, так сказать, наглядно в стиле АБ. Ну что, друзья, я хочу заранее с вами попрощаться. Оставлю вас все-таки одних на тесте. Хочу попросить вас по традиции внизу, в конце ролика, когда вы досмотрите тесты, написать, что вы думаете по поводу нашего теста, по поводу сравнения, какой вариант сигнала вам понравился больше, что вообще думаете о подобных комплектах, есть ли за ними будущее, или это, просто, на ваш взгляд, какая-то игрушка непрофессиональная совершенно. Ваше мнение очень важно для нас. Жду вас в комментариях. А я напоминаю, что это был канал «Давай запишем», и здесь мы говорим про аудио. Я не прощаюсь, а говорю до свидания. До встречи в следующем ролике. А теперь тесты. Динамический вокальный микрофон Sennheiser XS1. Усиление со звуковой карты 50 дБ, звук по проводу 1, 2, 3, 3, 2, раз. Динамический микрофон Sennheiser XS1 по беспроводу, усиление также 50 дБ. 3, 2, раз, 1, 2, 3. SM7 по проводу, усиление для нашей карты максимальное 58 дБ. Микрофон звучит следующим образом. Раз, два, три, 3, 2, раз. Все тот же SM7B, но уже по беспроводу. Звучит следующим образом. Раз, два, три, 3, 2, раз.
не секрет, что... Я лев. Так. Навожу. Пишем. Страшно, Гоша? Да? Да. Не пугай меня. Страшный лев.